Фразы, на которые нарцисс реагирует остро, эти фразы его бесят, эти фразы он просто не любит. Для чего эти фразы нужно знать? Ну, потому что если вам приходится почему-то общаться с человеком, у которого есть нарциссические черты личности, то вы можете выбирать, использовать вам эти фразы или не использовать. Может быть, вам нужно его как-то спровоцировать для того, чтобы понять, что это такой человек. То есть вы таким образом видите, что ага, раз он так реагирует остро на эти фразы, значит, нарциссические черты у этого человека достаточно сильно развиты. Либо, если, предположим, это какой-то ваш начальник или там родственник, с которым вы не можете не общаться, вы можете, напротив, избегать эти фразы, чтобы его, так сказать, не провоцировать. Если вам уже нужно с ним общаться, то, по крайней мере, чтобы это общение было какое-то максимально для вас такое неразрушающее. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и мы сегодня с вами говорим о тех фразах, на которые нарцисс будет реагировать остро. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы начинаем. Итак, первая ситуация, которую нарцисса будет выбешивать, это если вы говорите о том, что для вас что-то неприемлемо. То есть вы как-то проговариваете о своих границах. Предположим, он вам говорит: послушай, давай на эти выходные поедем, сейчас прекрасная погода, в лесочек куда-нибудь, там, на пикничок. Вы говорите: ты знаешь, на эти выходные у меня есть планы, поэтому я не смогу с тобой поехать, но в принципе я не против, идея хорошая, я не против поехать как-нибудь на следующие выходные. Что будет делать человек, который находится в здоровых отношениях? То есть, когда ты предлагаешь своему партнеру куда-нибудь поехать, он говорит, что у него есть планы, ты скажешь, либо хорошо, давай поедем на следующих выходных, либо он скажет: послушай, я все-таки хочу поехать на эти выходные, давай я, может быть, что-то сделаю, чтобы ты поменяла свое мнение. Предположим, если у тебя есть какая-то работа на выходных, давай я тебе помогу до выходных ее сделать, чтобы ты была свободна, и мы поедем. Или, например, давай все-таки, можно же как-то поторговаться, давай все-таки поменяй свое мнение, поехали, а потом я тебе предлагаю что-нибудь там, не знаю, поедем потом, сделаем твои планы вместе в другое время. То есть можно как-то договориться. В случае с нарциссом мы имеем дело с такой, знаете, хрупкостью душевной и с абсолютной негибкостью. То есть он говорит, что я предлагаю, давай поедем на пикничок, давай поедем в горы, вы говорите: я не могу, у меня, в эти выходные у меня есть другие планы. Он это воспринимает как отвержение его, как низвержение его авторитета, как низвержение его каких-то планов. То есть он придумал какой-то план, а вы таким образом как будто бы показываете ему в его голове, что он ничтожен, что его это планирование какое-то глупое. И он сталкивается здесь уже не с ситуацией того, что его планы изменились, и как здоровый человек, значит, надо как-то гибко отнестись к этому, поменять планы. Для него это личное. Для него, если вы отказываетесь от его планов, если вы говорите, если вы осмелились сказать, что у вас есть свои планы, это означает, что он не гегемон в этих отношениях. Он не может все лично решать, и в этой ситуации ему очень нехорошо становится, потому что в его-то иллюзиях он, значит, все придумывает, все решает, и вы должны делать все, что он придумал, все, что он задумал, вы должны все это воплощать. Как только вы прочерчиваете свою границу, по ту сторону вы видите этот ужас в глазах. Ну и, соответственно, это может быть связано с реакциями разного обвинения, не знаю, какой-то агрессии, нарциссического гнева и прочих вещей. То есть он просто, знаете, реагирует как ребенок. Я уже говорил, что в принципе нарциссические черты личности — это по сути незрелые черты личности, такие детские, инфантильные черты личности у взрослого человека. То есть это может быть такой внешне взрослый себе дядя, у него квартира, машина, работа, борода, я не знаю, какие-то уже, не знаю, седина проступает, а внутри он ведет себя эмоционально как ребенок. И вторая вещь, которая может его выбесить, это если вы его как будто бы нечаянно обесцените. Предположим, он вам говорит: послушай, я сегодня на работе начальнику так ответил, прямо, я не знаю, так его урезал, послушай, что я ему сказал. А вы говорите: подожди, я сейчас занят, давай чуть позже ты мне об этом расскажешь. То есть вы таким образом показываете, что вот это его событие, это не супер-мега важная какая-то вещь, которая должна быть важна для всех. Это какая-то вещь, которая имеет какую-то значимость, но не абсолютную значимость. То есть вы, по сути, не обесценили его послание, а из сверхценного сделали каким-то нормальным. Я тебя послушаю вечером, когда мы будем с тобой вечером, не знаю, смотреть телевизор. Сейчас я занята работой, я сейчас не могу отвлекаться. Он это воспринимает как такое полное обесценивание, как непринятие его супер достижения. То есть, грубо говоря, как, знаете, маленький ребенок весь день рисовал какую-то картинку, он показывает своим родителям, и он ожидает, что родители скажут, что это просто шедевр. Вне зависимости от того, что он нарисовал, потому что это же ребенок. Вот так же по-детски взрослый человек с нарциссическими чертами будет реагировать на ситуацию, если вы не поддерживаете сверхзначимость, сверхценность его каких-то условных достижений. Естественно, каждая деточка должна быть главной в песочнице, каждая деточка должна быть у своей мамочки и папочки саменькой и любименькой. Я здесь говорю о том, что нарцисс будет очень болезненно реагировать, если вы начинаете в присутствии него восхищаться кем-то, в принципе, и еще если это кто-то, с кем он может как-то конкурировать. То есть это какие-то его, скажем, родственники, его друзья. Что вот смотри, у твоего какого-то друга он себе машину купил, вот классная у него какая машина, ты пока еще не купил себе классную машину, он так это воспринимает. То есть если вы где-то начинаете кем-то восхищаться, то для вас, как для людей со здоровой психикой, восхищение кем-то — это признание достижений другого человека. Это нормальная ситуация.
У нарцисса отношения с любым человеком — это везде линейка. Линейка, где он меряет, у кого больше, у него или у другого человека. Он в любых взаимоотношениях всегда меряет себя, вот я лучше или другой человек лучше. И если вы восхищаетесь хоть кем-нибудь, с кем он может себя хоть немножко как-то сравнить, то он это восхищение воспринимает не как восхищение третьим лицом, а как прямое ваше низвержение его. Как будто бы вы не другим человеком восхищаетесь. Это может быть актер, это может быть, не знаю, какой-то родственник, это может быть ваш коллега, которого он не знает. Но если он его как-то с собой сравнивает, если он хоть что-то общее находит, не знаю, там, по возрасту, по полу, по работе, по каким-то другим аспектам, и он видит, что вы другим человеком восхищаетесь, то значит, в его глазах вы его начинаете как бы унижать, вы его как будто бы обесцениваете, вот, прям роняете так вот до дна. Естественно, он это будет реагировать обидами, молчанием, пассивной агрессией, нарциссическим гневом и всеми прочими другими этими вот такими детскими или агрессивными реакциями. Нарциссы часто используют манипуляции, и они, опять же, резко реагируют, если вы пересекаете эти манипуляции. То есть нарцисс надеется, что все его манипуляции будут всегда работать. Например, он может вам сказать что-нибудь в плане, что у тебя не получится. Скажем, вы ему заявляете, что вы хотите пойти там получить повышение по работе, вы собираетесь поговорить с начальником. Он в этой ситуации начинает думать, что, может быть, тогда она будет чуть больше меня зарабатывать, или, в принципе, она будет зарабатывать столько же, сколько я. Мне это не очень хорошо, я буду чувствовать себя не так уверенно в такой ситуации. И он говорит, у тебя не получится. И он надеется, что вы будете тревожиться, вы будете переживать, потому что, так часто бывает, что ты что-то хочешь сделать, ты сомневаешься, ты идешь за поддержкой к близкому человеку, ты надеешься, что ты скажешь, я пойду на собеседование, но я волнуюсь. И ты надеешься, что услышать, что тебе скажут, да не переживай, все будет хорошо. А слышишь что? У тебя не получится, не трать время. Естественно, что если вы реагируете так, как предполагается нарциссом, вы начинаете как-то, больше тревожиться, больше переживать. В такой ситуации он чувствует себя, что я здесь на коне, она переживает, значит, я менее сейчас тревожен, менее неустойчив, чем она, и я на фоне нее чувствую себя таким более уверенным. Но если вы реагируете иначе, если вы говорите, что да нет, у меня получится, то в этой ситуации он начинает чувствовать себя более тревожно, и он начинает плохо на это реагировать. Или, например, нарцисс может сказать вам что-нибудь в плане, что ты знаешь, вот у нас с тобой столько конфликтов, и ты вот говоришь, что, может быть, ты уйдешь от меня. Ты, если уйдешь от меня, ты же пропадешь без меня. Ты другого человека себе никогда не найдешь. А вы, если просто говорите, нет, не пропаду и, возможно, найду, то когда он это слышит, его это сразу так сваливает в такое пике, ему становится очень неспокойно, очень нехорошо, и он начинает из вот этого такой крайней тревоги и состояния какой-то вот такой ничтожности давать вам определенные реакции. То есть, как я и говорил, гнев, пассивная агрессия, обида, какой-то раздражительность и прочие вещи. Следующая вещь связана с таким излишним суперконтролем. Дело в том, что нарцисс, в принципе, базово тревожен и неустойчив, то есть он постоянно должен что-то контролировать, чтобы чувствовать меньше этой тревоги внутренней. Естественно, что он контролирует своего партнера. И если вот в здоровых отношениях мы, бывает, немножко друг друга контролируем, но это такая, знаете, контроль-забота, что-то легкое. Например, дорогая, не забудь телефон зарядить, или ты там уходишь, дверь не забыла закрыть, или там, не знаю, не забудь поесть, еще что-нибудь. Это такие вещи, когда мы друг другу что-то напоминаем, но это всегда так очень, знаете, опционально. Это не обязательно ненавязчивый такой контроль. В случае с нарциссом все очень серьезно. Вы, предположим, приходите домой, он говорит, а где ты машину поставила? Под домом. Переставь машину, потому что может что-то произойти. Да это моя машина, все нормально, я там много раз ставила. Нет. Ты безрассудная, ты, значит, глупая, ты какая-то там, не знаю, дуреха, переставь машину. Я не собираюсь переставлять машину. То есть, когда вы ему говорите, что вы не хотите делать то, что он хочет, потому что вы понимаете, как вам нужно поступать, его это начинает просто выбешивать. И выбешивает его не потому, что как будто бы он сильно переживает за вашу машину, а потому что вы проявляете непокорность, неподчинение. То есть, значит, он вас не контролирует, а раз она сейчас машину не переставляет, завтра она еще что-то не сделает, значит, я ее не контролирую, а значит, кто я? Я маленький, ничтожный ребенок. То есть, в такой ситуации ему очень неспокойно, и он начинает на какую-то просто пену исходить в попытках вас заставить сделать то, что ему нужно. И может вообще доходить до каких-то таких абсурдных вещей, что он из этой машины просто взбесился, начинает верещать, не знаю, каким-то быть бледным, у него как будто бы сейчас приступ, не знаю, инсульт какой-то случится из-за того, что вы не переставите машину. А дело все не в машине, дело в том, что он чувствует, что он теряет контроль. Кстати, напишите в комментариях, если вы когда-нибудь сталкивались, когда вот ты с нарциссом, не знаю, общаешься, и, не знаю, он говорит, надень шапку, там холодно. Вы говорите, я не хочу, мне не холодно.
холодно, я хочу, чтобы голова была, ну, так сказать, дышала. И все, и он начинает реагировать так, как будто бы, не знаю, как будто небо на землю упало. Или там, вы говорите, я хочу пешком пройтись. Он, нет, мы поедем на такси. Нет, я хочу пешком. Все, вот мы не едем на такси, и все, начинает, не знаю, верещать просто как ребенок. Если такие ситуации были, опишите этот пример, это будет очень полезно, если вы напишите вот свой конкретный такой иллюстративный пример. Ну, естественно, поскольку нарцисс должен быть всегда прав во всем, он такой гегемон и ментор, знаете, обычно у нарцисса есть вот это такое качество, что он знает, сколько планет в Солнечной системе, он знает, где всякие там столицы разных стран. Вот у него куча такой ненужной информации, и она такая, знаете, вот очень какая-то подробная, но еще очень интересно тем, что ты особо это не будешь проверять, потому что он тебе особо не надо быть в обычной жизни. Но когда вы ему указываете на то, что он в чем-то не прав, когда вы его припираете, так сказать, вот к фактами, то в такой ситуации он начинает просто беситься. Предположим, вы собираетесь в какой-то торговый центр, и он начинает ходить и нудить, что давай быстрее, а то мы опоздаем, нужно, там он с 10 открывается, нужно пораньше приехать, чтобы там что-то сделать. Вы говорите, это что ты меня подторапливаешь, он с 11 открывается. Нет, он открывается с 10. Вы берете там интернет, в телефоне показываете, смотрите, он открывается в 11 часов. Вот этот момент, когда он только что уверенно говорил, что он будет так, как он говорит, в 10 часов он открывается, а вы ему показываете, что это не так происходит, в этой ситуации он, понимаете, у нарцисса же вот это вот все отношение к себе очень такое, как у ребенка, я или хороший, или плохой, я или прав, или не прав в целом. То есть как только вы ему показываете на какую-то его ошибку, он это воспринимает как какое-то свойство своей личности, как будто бы это означает, что я все, что я говорю, все это неправда. То есть он не может как-то понимать так, что ну, каждый человек может в чем-то ошибаться. Человек может быть, в принципе, не дурак, но, например, какие-то вещи не знать. У него так, либо я знаю все, как он пытается выглядеть, как он пытается себя убедить, либо если я хоть что-то не знаю, получается, что я вообще это никто. Значит, я глупый, какой-то вот совершенно не соответствующий собственным высоким идеалам человек. Если вы ему вот прямо так вот показываете, что вот смотри, я тебя приперла фактами, так сказать, к стене, он в этой ситуации дает всю ту же свою регрессивную нарциссическую реакцию. Раздражение, гнев, обиды, там какие-то, я не знаю, переживания. То есть он реагирует как ребенок, потому что вы у него в этот момент отняли его громадную нарциссическую конфету под названием нарциссический ресурс. Творческое домашнее задание. Разукрасьте это видео в комментариях своими примерами того, как вы, возможно, эти фразы использовали в общении с нарциссом и как он реагировал. Это будет очень интересно. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.